Okay, I'll start with a brief introduction. Я начну с маленького вступления. First of all, my name is Lilly Zhukova. Меня зовут Лилия Жукова. I'm a member of this church and very honored to be standing in front of you here. Я являюсь членом этой церкви, и я считаю это как честь стоять перед вами. What my goal for today is just to kind of give a little bit of an educational overview of what happens in Olympia, what happens in Salem, what happens daily lives that we don't notice. И моя цель сегодня проинформировать вас о том, что происходит в нашем штате, в Олимпии, в Сейлеме, и просто обучить. And I was blessed to join an organization called Slavic Vote, who'll talk more about at the end, but great help for me today. У меня была возможность стать частью организации, называющейся «Славянские голосования», о котором я больше поговорю в конце. Okay, so what my overview of today is, I'll briefly talk about the politics. Я слегка пройду по политике. It's hard not to talk about the process without saying politics. Очень тяжело поговорить о процессе, не говоря про политику. And then I'll hit on the big important subject today, which is how the process actually happens. И сегодня поговорим о важной теме, как процесс законодательства происходит. I'll talk about what happened this year, what we all heard. Я поговорю о том, что случилось в этом году, все, что мы уже слышали. What happens next year, what to look out for. Что идет в следующем году и что нам надо смотреть. And what each and one of you can do to make a difference. И что каждый из нас может сделать сегодня, чтобы сделать разницу. Okay, so first off, we'll talk about the brief state politics. Сперва мы поговорим о политике, которая происходит здесь. Okay, so we'll hit on two states, and the reason I hit them is because we consider sister states. Мы будем говорить о двух штатах, Вашингтон и Орегон, потому что они считаются штаты-сестры. And what one does, you can bet the other one does as well. И почему это важно, потому что если один штат что-то начинает делать, можно просто на 100% быть уверен, что соседний штат то же самое начнет узаконивать. Okay, so we have two parties. У нас две партии. Republican and Democrats. Республиканцы и демократы. And we have two chambers. И также и две камеры или две палаты. Which is the Senate and the House. И это Сенат и Дом представителей. In Washington State, в Вашингтоне we have 49 senators. У нас 49 сенаторов. 27 of which are Democrats. 27 из которых являются демократами. And 22 are Republican. И 22 республиканцы. One of which is an independent Democrat. И один из которых он независимый демократ. And then we have 98 representatives. У нас также есть много представителей. We have 57 that are Democrats and 41 Republicans. Из 98 из них 57 демократы и 41 республиканцев. In Oregon, same thing. Two parties, two chambers. И то же самое является в Орегоне. Две партии, две камеры. And as you can see the numbers, it's also Democratic-led. И если смотреть номера, то больше присутствует демократов. And just a brief to note that. It'll help you understand as we move through talking about the process. И это просто дать вам знать, чтобы вы просто больше поняли картину. Okay. So here are the 9 steps that every bill must go through. И вот 9 этапов, которые каждый законопроект должен пройти перед как он станет законом. So let's talk about how that happens. И сейчас мы быстро поговорим, как это все происходит. So we get a first step, which is the bill is introduced. Первый этап это представляет этот законопроект. That's an idea, anything. Это является идеей любое. For example, I want oranges every day for K through 12. Например, представлять апельсины с киндергартена по 12 класс каждый день. And an idea, right? And I can get that move forward. Это является идеей, и это потом может двигаться дальше. Okay, so now I need to get a sponsor, which is a senator or a representative for my idea. Следующий этап это приобрести спонсора, который является или демократ, или республиканец для твоей идеи. Once I got that, и после как у тебя появляется спонсор, it's dropped and called the bill. Его потом начинают звать bill или законопроект. It's given a name. Ему дают имя. Which is a number we've all seen, right? 2018, 16, 38. И это является любой четырехцифровой номер. And then it has abbreviation of HB or SB, which stands for either House or Senate. И у него есть две такие буквы HB, что означает Дом представителей, или SB, что Сенат. Okay, and then we go into step 2. Второй этап.
So my K through 12 oranges every day, now it goes into a committee. Так что если кого-то идея, чтобы давать в школе апельсины каждый день, это уже идет в политический комитет. And there, one person decides if it's going to be heard, and it's called the majority leader. И там один человек решает, если эту идею или этот законопроект стоит слышать. Этот человек называется он один лидер. And there's one in the House and the Senate. И этот один лидер является и в Сенате, и в Доме представителей. So again, that's why party is important, because that person will decide if my idea is going to go through. И это почему партии очень важно, потому что этот один человек, он будет решать, если моя идея пройдет дальше или нет. Okay, let's say it got approved and he decided to hear my bill, the oranges one. Скажем, что дали thumbs up, что прошел моя идея. And now it gets assigned a committee on the subject. И потом его подписывают в комитете на тему. So if it's K through 12 oranges, that's going to be education. Например, если это апельсины для школы, тогда это идет под тему образования. So it's going to get assigned to that particular committee. И то этот законопроект подпишут в вот этот комитет обучения. And then that committee chair, again, one person, И опять один лидер с этого комитета, is going to decide if it's going to go further. он решает, если этот законопроект будет двигаться далее. And if he or she, whoever accepts my idea, Если он или она, они понимают и принимают мою идею, it's going to get a public hearing. оно получит публичное слушание. That's open to anybody. И вот это уже открыто для любых людей. So my bill, the oranges one, И теперь мой законопроект про апельсины. I'm going to invite experts, healthcare industry, anybody that can talk on behalf of my bill that says it's a good idea. Я буду приглашать экспертов, кто понимает и которые могут ходатайствовать насчет этой идеи для меня. At this point, the senator doesn't, or the representative has really no control. В этот момент сенатор или представитель, у них нету контроля. It's all about who shows up to that public hearing. Единственное, что важно, это кто пришел на это слушание. After that public hearing, when everything has been shared, all the experts were present, После этого публичного слушания, после того, как все эксперты сказали все, что им надо сказать, again, that one person in the committee is going to decide if it's going to go through. опять же, тот один человек, этот лидер комитета, он решает, если этот законопроект будет двигаться далее. And he'll ask the members of the committee to vote on it. И он попросит членов комитета, чтобы проголосовать. So let's say my K through 12 oranges got moved forward. И так скажем, моя идея о апельсинах для всех школьников, она двигается далее. So now it goes into what's called a rules committee. А теперь оно двигается в такое место под названием комитет правил. And that's just a placeholder until they decide if it's going to be heard on the floor. И это место просто, где держится эта идея, пока они решают, и что с ним дальше делать. Part of that committee, there are deadlines and dates to meet. И часть в этом комитете это там, что есть даты и числа, по которым разные дела должны быть совершены до какого-то числа. So if my idea doesn't get on that calendar, it dies. Так что если моя идея не попадает на их календарь, она просто там и умирает. It doesn't pass, it just dies. Она никуда не проходит, просто умирает. So let's say they decided to move forward my K through 12 oranges bill. Так что давайте предположим, моя идея, чтобы давать апельсины школьникам с киндергартена по 12 класс, она двигается далее. And so now we get the floor action. И теперь у нас уже напольное действие, где уже на полу комитета уже решают. And this is where finally everybody gets to hear what's actually about the bill. И это уже место, где все могут услышать всю идею этого законопроекта. This is where the debate happens. Это где происходят дебаты. Amendments are introduced. И туда также включаются Вставки. вставки. And again, discussion, debate occurs on what to do and if any ideas want to be introduced to further it. И опять же, это где дебаты и поправки происходят. So let's say it got some debate, my K through 12 oranges, and they decide they're going to vote on it. И вот, скажем, там были дебаты насчет, если стоит давать апельсины школьникам, и, скажем, его согласны с этой идеей. And so they're going to vote, and every member gets one vote.
Так что становится потом голосование, и каждому члену этого комитета дается один голос. And so, we get the 98 in the House and we get the 49 in the Senate for state of Washington. И так что у нас 98. 98 сенаторов и 47... No, 98 reps. 98 представителей и 47 сенаторов. And so they vote and it passes И вот они голосуют, и моя идея проходит. for just the theory going. So now it needs to go to the opposite chamber. И когда она проходит здесь, теперь она должна идти в противоположную комитет или So палату. if I started in Senate, it has to go to the House and do the same thing all over. Так что если моя идея началась в Сенате, этот процесс должен заново повториться, только теперь уже в Доме представителей. И так же самое наоборот, если сначала началось в Доме представителей, должно идти в Сенат. As you can tell, the process is lengthy and very complex. Как видите, этот процесс может быть очень длительным, и там очень много этапов. So if you make your voice heard in the first stages, Так что если вы дали, чтобы ваш голос был слышен в первые несколько этапов, it won't make it to the end. он может не протянуть до конца. If you start in the middle, Если вы начали уже посерединке, is less likely it's actually going to move forward. еще меньше шансов, что ваша идея продвинется дальше. So it's always important to start early on. Так что это очень важно, чтобы сразу начинать с самого начала. So let's say now my K through 12 oranges bill got passed even the opposite chamber. Так, давайте теперь предположим, что моя идея об апельсинах теперь прошла даже в противоположном камере. And there were no changes, no prepositions. Не было никаких возражений, никаких измен. So it goes to the governor. Теперь уже оно идет к губернатору. And he has 3 things he can do. У него есть 3 выбора, что он может сделать. He can partially veto it, Он может частично сделать вето или отказать, fully veto it, полностью отказать или полностью сделать вето. and my last one favorite, do nothing. И самое третье, любимое, это он может сделать ничего. I know, right? Doing no action gives action, which is interesting. И что интересно, что его бездейственность, вообще-то, это и есть действие. Because he has 5 days Потому что у него есть 5 дней, to do nothing and it becomes a law. у него есть 5 дней делать совсем ничего, прежде чем что-то станет законом. Only in the case that it's introduced the last week of session, he has 20 days. Только в крайнем случае, если идея была представлена в последнюю неделю, тогда ему дается уже 20 дней. And our governor, historically speaking, takes barely no action. And that's a safe way to do it. И смотря по истории, большинство губернаторов не очень задействованы. And that's why the process allows it to become a law, because they anticipated it. И это почему процесс дает возможность, что становится законом, потому что они уже надеялись на это. So let's look at a full example of what does this look like. Давайте теперь посмотрим на пример, полный пример, как весь этот процесс выглядит. This right here is the vaccine bill we all heard about. Вот это законопроект о вакцинах, который мы все уже слышали. So as you can tell, it went starting January 25th. Как видите, он начался аж 25 января. All the way till April 26th. И аж до 26 апреля. That's how lengthy and complicated the process is, and every step has to be followed for it to be a legitimate law. Как видите, это очень длительный процесс, и каждый этап должен быть, чтобы законопроект стал законом. So now we'll see what governor does, right? И теперь просто наблюдаем, что будет делать губернатор. So now let's talk about, so one thing I always bring it to when I do a presentation like this or talk to people is understanding that not every idea passes, and knowing that, because as you can tell, И часто, что я люблю делать в презентации, это просто объяснять, что не каждая идея, не каждый законопроект стает законом. this is the year I worked in Olympia, we had 1,400 bills. И вот в год, в котором я работала в Олимпии, 2018, у нас там было 1400 законопроектов. In 65 days, so busy year. За 65 дней, это был очень busy, загруженный год. And look how many actually passed. И вот смотрите, сколько действительно прошло. Only 308 with 16 vetoed. Только 308 прошли, 16 из которых сделали вето или отказали. And that's why being an active in the beginning stages allows people to kill bad ideas or to lobby for ideas that are not good. Вот почему так важно, чтобы
чем больше людей были задействованы с самого начала, потому что это дает больше веса, как будет оно двигаться дальше в процессе. Okay, so now let's do most important, which is I think a lot of what you guys came for today is what happened this year. А теперь, я думаю, самое главное, зачем все мы пришли, это обсудить, что же случилось в этом году. So I highlighted some of those bills I had questions about, or I saw a lot of debate and discussion and what's important to us. Я подчеркнула все законопроекты, которых было очень много вопросов, которые очень важны для нас. So first one, we saw the vaccine, as we just saw, it's on the governor's desk right now. Первый был о вакцинах, который мы уже видели, он сейчас у губернатора на столу. So then the second one we saw was sexual education. Второй был о сексуальном образовании. So on March 12th, it died. It didn't make it out of its educational committee. Так что 12 марта вообще-то этот законопроект умер, он не пошел дальше. So right. So those deadlines is what drives this. И эти даты, которые ставятся в этом всем процессе, это очень важно, потому что оно помогает. So let's do third one, the marijuana in schools for medical reasons. Потом третий был представление марихуаны студентам в медицинских целях. January 12th, it didn't even get a first reading. Он умер 12 апреля, ему даже не дали первое слушание. Let's do next one. So next one we see the LGBTQ Commission. Следующий был законопроект установить ЛГБТ-комиссии. It's on the governor's desk right now. Губернатор сейчас думает над этим законопроектом. So then the next one is the policy for transgender students in schools. Следующий это политики для тех трансгендеров. And it's also on a governor's desk. И как раз губернатор как раз же и этим занимается проектом. So in the last one, the 1742 juvenile offenses. Теперь самый последний это закон о преступлениях несовершеннолетних. April 18th got delivered, and the governor did nothing, and it's a law. В апреле он пришел к губернатору, губернатор ничего не сделал, теперь это стало законом. So let's now, right? We talked about that sister state. И как я говорила насчет штаты, которые являются сестры, как у нас Вашингтон и Орегон. So that vaccine bill we saw here, it's also in Oregon. Тот же самый законопроект о вакцинах, который мы видели у нас в Вашингтоне, он теперь появился и в Орегоне. April 26th, they had their first hearing, and it's now pending a decision. 26 апреля этот законопроект получил свое первое слушание, и он сейчас в зоне может быть. So we saw those few marijuana bills. It's also in Oregon. There's one that I found that's talking about having it at temporary events, which means your Clark County Fair, anywhere that's an event. Well, it'd be Oregon-based, but... И тот же самый законопроект, который мы видели у нас насчет марихуаны, представлять марихуану в частных мероприятиях, он также появился и в Орегоне. March 13th, thankfully, it had a hearing and it died. Слава Богу, только 13 мая у этого законопроекта было слушание, и он там и умер. So all of these are important. Все эти законопроекты очень важны. And they follow a process. И они следуют процессу. So what happens next year? Так что же нам ожидать в следующем году? So what's special about this year is in Washington State, this is a long session. Что хорошо, что у нас в Вашингтоне это длинная сессия. Which means everything that didn't get this year heard or passed. И это означает, что все, что не прошло или не прошло слушание в этом году, is moving to next year for a short session. Его передвинут на следующий год для короткой сессии. And after that, it then dies and needs to be introduced. И после того оно умирает, и если кто захочет, они могут его опять опять заново начать. So that sexual bill, marijuana, it's coming back next year. Так что вот этот законопроект о марихуане, о сексуальном образовании, он вернется в следующем году. Should the LGBT commission be enacted? Стоит ли, чтобы ЛГБТ законопроект, чтобы он был активным? We're going to see a lot of their ideas up on the legislatures. Мы будем видеть очень много из их идей на законодательном органе. Why? Because this is their first opportunity in the legislature to do something. Это их первая возможность в законодательных органах. And then another special thing to know, it's election year next year.
И еще что-то особое, что должны знать, что в следующем году это год выборов, both state and nationally. также в штате, как и национально. So what does that mean? И что же это значит? It means the legislature have the final opportunity to get as much done as they can. Это дает возможность законодательным органам сделать как можно больше, как они могут. To get more votes. Достать больше голосов. So if a group like LGBTQ is voting and are active, Так что если группа, как ЛГБТ, они голосуют, они активны, they're going to get their ideas on the first hand. их идеи будут слышны первые, потому что они самые активные. Why? Because they get to vote, and that is what matters next year. И потому что они голосуют, и это, что самое главное, те, кто голосует, тех и слышат. So I want to wrap it up and say that the process is important, but importance is your engagement in it to make a difference. И в заключение я хотела сказать, что да, процесс очень важен, но самое важное – это ваше задействие. So if we start in the first stages, so January, Так что если мы начали в самых первых этапах в январе, all those bills we saw and heard April, все эти законопроекты, которых мы слышали в апреле, more likely they wouldn't have made it this far. очень часто, что они не доходят так далеко. Although sometimes politics comes in role. Ну, конечно, бывает, политика приходит и вступает. But there's still an opportunity to make a difference. Но все равно есть возможность сделать разницу. And so I'm going to take this moment and introduce an organization that I've been involved in recently. And I have to say, I think it's a wonderful opportunity for us to get involved and make a difference. Сейчас я хочу представить организацию, с которой я работала, и которая, думаю, очень хорошая, замечательная, которая помогает нам сделать разницу. And I'll let Andre introduce Slavic Vote. Thank you. И сейчас Андрей, он представит славянские голоса.